Ну вот, мы успешно попили кофе у Эседа. Снял я обзор магазина по просьбе моих друзей. И вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании или отметка подсказки, или же до или после этого видео на моем канале в общем обозрении. Продолжаем нашу съемку. Идем по бывшей улице Старого. Новая очень трудно выговаривается. И мало кто знает, что означает фамилия Сармидиси Туза. Вот этот Мерседес мне очень нравится. Хороший. Но салон не очень вместительный. Нам надо побольше. Это так, мечты. Денег-то нету даже на колпак декоративный или на насос этого Мерседеса, но ничего. А если есть деньги, то мы знаете, куда их вкладываем. Конечно же, в канал. Микрофоны, карты памяти. А вот камера нужна. Это уже другая проблема. Она очень дорогая. За 600 евро переваливает. Ой, чтобы обновиться. Потому что на этой сдыхает ресурс, аккумулятор и так далее. Но пока снимает, но это не показатель. Она может хрякнуть в любой момент. Все-таки ей уже скоро 6 лет. Приближаемся к нашей остановочке и поедем на Буйканы, на новую почту, получать микрофоны для моего товарища, друга и коллега Нику. У него тоже есть видео, надо его доделать и опубликовать. Увидите Нику, журналиста, администратора сайта Традиция МД, православный сайт. Очень хороший мой друг старинный. Традиция МД. Кому интересно, там и статьи, и видео, и интервью с духовенством. Очень интересно, очень душевно. Ой, тут, да, машины так тесно. Ой, уже редкие киоски Союз Печати, потому что у нас на Буйканах их было вот на одной улице у нас было порядка 3-4 штук. Сейчас ни одного нету киоска, ни одного. Ну, в том числе и магазинов маленьких. Короче, и маленькие магазины и Союз Печать поубирали повсеместно. Остались только большие сетевые магазины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим, что здесь есть. Я уже был сегодня, но и надо еще раз зайти. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Привет с ботаники. И, пользуясь случаем, как всегда, после стрижки я вам снимаю поездку. Ой, какой хороший троллейбус попался нам. Шкода с таким шумом. Заодно проверим шумодав. Вчера скачал хорошее приложение для подавления шума. Заодно проверим его. Да, едем на Буйканы, первый троллейбус, едем до пединститута. Сел специально с правой стороны, чтобы показать вам тротуар по ходу движения. Приближаемся. К магазину Варна, и слева будет бывший кинотеатр Искра. И парк Сергея Лазо с левой стороны. Да, жарковато, 25, но на солнце все-таки это город. Много асфальта. По-другому ощущается температура.
говорил, важнейшим из искусств для нас является кино. Да, вот магазин Варна. Уже называется коммерческий центр. Скоро будет наш любимый ЖД вокзал и бульвар Гагарина. Там немножко вперед и вниз Ботанические озера. И когда-то стоял самолет-кафе. Кишинев и кишиневцы. Ой, я как бы это на миг похож на Путина. А вот здесь, где новострой слева, раньше была площадка у озер, и тут ваш автор в 89 году проходил курсы вождения. Ничего этого не было, была просто площадка, где еще и лунопарк располагался еще в советские те времена. Да. Хороший комплекс. Гидротехника. Молдавгидромощь. И слева дворец культуры железнодорожников. Сейчас увидите немножко начало Мончевской, ведь любимая моя улица, потому что всегда любил промышленную зону, производственную, складские. Очень мне нравилась она своей демократичностью, нету пафоса, были раньше столовые такие для рабочих, кафе, магазины. Вообще, вы знаете, я люблю всю простоту и романтику, а в этой простоте и кроется вся соль земли. Да. Переставили микрофон на правый лацкан, потому что голова повернута вправо, чтобы было ближе. Вот он, любимый мой тротуар, бывший мой любимый магазин, сейчас Корнер Паб. Твою дивизию, блин. Зяма 40 лей. Вот так. Зама — это суп молдавский с курицей, кто не в курсе. Яма у болгар называется пилешка супа. Пили — это цыпленок. Вот. Но в ту сторону показывать нечего. Тоже эти коробки магазинов. И там за деревьями бывший виброприбор. И тут раньше было какое-то кафе, какая-то пиццерия сейчас с олинками, да, одежда рабочая. Да. Спецодежда. И вот тут начинаются любимые мои магазинчики. Еще осталось такое совдепия, такая вот лепнинка, такая, такие магазинчики простые. Моя любимая остановка. Ну как, любимое место. Потому что отсюда я уезжаю, сюда я прохожу, когда иду на ЖД вокзал. И вот на той стороне не виден виброприбор, но он там. И там вот такое кафе интересное.
на той стороне, да. И вот, а здесь за вот этими будками Франзелуса, магазин еще, бабушки примостились, тротуарную торговлю. Я обожаю тротуарную торговлю, простоту. Даже если они перекупы, то все равно интересно, потому что люди добывают себе деньги на жизнь, на пропитание своим трудом, не воруют, не обманывают. Вот как. И здесь я знаю два магазинчика, вот такие дали Мюльтара, а такой вот, то, что мне нравится. И там еще один, его, правда, сейчас не видно. Может быть, увидим его в створе сейчас. А ну-ка. Вот он там, кусочек желтенький, так моргнул нам своим уютом. Вот сквер с фонтаном, аллея Гори называется. Да. Памятник. Да ну и Юрским парком уже. Не знаю. Может, Елварским парком. это вот никакого не всколыхнет, не тронет, но споры вокруг него, конечно, образовываются. Опять же, одно из тех деяний, сделанные властью имущими, но не нашими, а другими, которые они управляют для того, чтобы внести хаос и смуту в общество. Этот памятник больше это не нужен. Там вдалеке, возле почты барчик, кибитка это есть, а вот работает ли этот бар, взял ли его кто-то, не знаю, но там было очень клево. Мне очень нравилось сидеть по сторонам, просто так, пить кофе, там водичку. И вот блошиный рынок. Начинается тротуарная торговля. Пробки это, конечно, боль Кишинева, очень много транспорта и дороги не рассчитаны на это. Пропускная способность ниже, чем объем транспорта. Кебаб, кебабистан, кебабун, очень много вот таких кебаб, но не видел ни одной полноценной такой. Есть у нас лаплачинта сеть, это по одной лаплачинте на район примерно, но там тоже просто дорого и немножко полупафосно, а так, чтобы вот плацинты продавались, вертулки, молдавские, мамалыга. На каждом шагу этого нет, а очень бы хотелось, чтобы была характерная национальная черта во всем, в музыке, в пище, в традициях, в табличках, а то все сервис, фоны, моны, фиш-маркет, алкомаркет, всякая лабуда. Тротуарная торговля, блошиный рынок. Расцветает он по выходным. Пардон. Дядька как пританцовывает. Да, вот эти яркие обилия вывесок, наклеек, реклама очень портит вид города. Получается такое все аляповатое.
Но никто не делает замечания, сидят только фотографируют пристройки и ноют, ой, там пристроили, там садик сделал. Ну, не садик, а такой палисадник, кто-то пристроил, кто-то себе газончик пристроил на первом этаже. Это людей волнует, а вот такая лабуда их не волнует. Это порядки вещей, вот эти вот безобразные рекламные щиты громадные. Вот посмотрите, вот туда гостиница «Космос», и как и эту красоту съел вот этот сарай рядом, Гранд Холл, со своими громадными рекламами. Блин, фигня полная, но народу это нравится. То есть как они не воспринимают это, потому что это система. Системой тяжелее бороться, чем писать кляузы на соседа. Намного легче. Свисток у него. У меня тоже есть такой свисток футбольный, тренерский. Мне Витя подарил мой друг. Такой металлический, такой классный. Он машет рукой без жезла. Где его жезл, интересно? Посмотрите, сколько много машин, не грузится. Пробки со всех сторон. Офигеть, офигеть. Нафиг этот вообще личный транспорт выбросили бы его, сели бы на общественный, чтобы было бы красивее. Вот Новый год, Пасха, красота, блин. Тут туда набережная, тут как бы продолжение бульвара Гагарина. Вот наш космос, блин. Ай-яй-яй. Григорий Иванович Котовский еще на коне. Из космоса кто-то выходит, может его запустили, не знаю. Блин, тут был такой клевый магазинчик и барчик на этой остановке, помните, у меня есть видео. Мы здесь традиционно заседание с водителями Болгарского автобуса. Вот тут был магазин, видите, еще аж фундамент остался. И там, где вот эти сосны, там столики такие были в тени, вообще незаметно с улицы, никак. Уютно, прохладно, романтично, хорошо. Вот гостиница «Космос». Есть одноименное вот Черное море в Варне, как и что-то среднее между космосом и туристом, работает, процветает во всей красе. Ресторан работает на крыше. Все как положено у нас. Ну, правда, там город на берегу моря, как Ялта, курортный город. Но цены там ниже, чем в Кишиневе. И интересно, какое у вас мнение по этому поводу, что Кишинев, который в море, цены на заведениях, кафешках и на кофе выше, чем в Варне. Чем это объяснить? Алчность, хитрость, вообще непонятно. Непонятно, чем жадность, дуристика, и просто власти не занимаются своим делом, не заботятся о народе, заботятся только о себе. Я так запуган вообще. Вы кричите на меня, как будто мы с вами огурцы солили. Да вообще не хочу разговаривать. Я так запуган.